Всем привет! Появилось немножко свободного времени и наконец-то могу записать видео об одном из решений бесшумной работы в домашних условиях, то есть как отказаться от молотка. Значит, речь пойдет сегодня о дорновом прессе, его еще называют реечный. Значит, небольшая предыстория. На меня пожаловались соседи с 8-го этажа, я с 10-го, то есть очень слышно вот именно звуки ударов от молотка. То есть большинство операций, которые проделываются при изготовлении изделий из кожи, это как большинство, то есть, наверное, процентов 50 работы это вот пробитие отверстий под шов, под кнопки, там, под фурнитуру, потом там установка фурнитуры, в общем, все делается молотком. И, конечно же, это все слышно, особенно если мы, допустим, делаем несколько изделий сразу, естественно, объемы увеличиваются работы, и можно, я один день просто с утра до вечера пробивал отверстия, и, конечно же, ко мне пришли, попросили прекратить, и это меня озадачило. На самом деле все в принципе правильно, я понимаю людей, даже сейчас сам слышу, у нас кто-то, наверное, мебель собирает, постоянно это жужжание, хочешь отдохнуть, допустим, после работы пришел, эти все звуки раздражают, это все очень слышно, и, конечно же, нужно было найти какое-то решение. Много различных советов есть на YouTube по этому поводу, но большинство их это взять подложки, какие-то материалы, плиты, которые бы поглощали удар, поглощали звуки от ударов, они их глушили. Взять там, к примеру, пенек, кто-то мне писал. Но почему это все мне не подходит, лично мне? Потому что я работаю в маленькой комнате на кухне, нужна какая-то компактность и удобность в работе. Я не представляю себе этот пенек, который я постоянно тащу, там, допустим, с балкона на кухню, чтобы пробить отверстие или, допустим, установить там хальнитен. То есть это все очень неудобно. И плюс это не настолько, большинство материалов, они не полностью поглощают этот звук. То есть все равно есть глухие удары. Так что увидел одно видео, где человек при помощи такого пресса прокалывает отверстия под шов на ременной полосе. И тоже мне этот вариант понравился. То есть я уже представил, как я могу полностью заменить молоток, что мне нужно доработать. И уже начал заниматься поиском именно пресса, выбором, потому что их тоже моделей немало и с разными характеристиками. Немножко расскажу о самом прессе, в общем, и как я его выбирал. По сути, все модели, которые были представлены, искал я на сайте Prom.ua, значит, все модели, которые там выпадали в поиске, они в большинстве случаев очень схожи. Отличается там, к примеру, производитель, но сама форма, к примеру, корпуса, она у всех, в некоторых вообще идентичная. И основное отличие – это усилие, которое мы создаем при давлении. И плюс там может немножко отличается там вес, к примеру, и размеры, максимальные размеры, к примеру, заготовки, которые мы можем поставить. То есть эти характеристики. Конструкция и принцип работы пресса у всех он одинаков. Значит, были пресса где-то 500 килограмм давления. Есть тонна, есть 2, есть 5. Чем больше давление у пресса, тем он дороже. Я взял себе что-то такое оптимальное, то есть 500 килограмм мне показалось мало, 2 тонны, я думаю, это для того, чтобы проколоть отверстие, это многовато. То есть я искал себе именно на 1 тонну усилия пресс.
С чем столкнулся? Их очень много на Prom.ua. Я обращался, целый день искал и обращался в различные магазины, у которых есть они в наличии. Но после того, как они перезванивают, они говорят: вот эта модель закончилась, давайте мы предложим вам та, что подороже, там, с большей тоннажностью. Вот. И Promo — это единственный сайт, единственный производитель, у которых был пресс в наличии. То есть все остальные — это просто обманка, ну как бы уловка, я не знаю почему. То есть они не снимают их с наличия, это такое, в общем, меня возмутило, потому что я целый день потратил на это все, но ни у кого их не было в наличии, хотя на сайтах они стоят в наличии. Вот, это такое небольшое отступление. Значит, заказал я у компании Promo, и сейчас расскажу, в чем как бы особенности этой штуковины. Значит, из чего состоит сам пресс? Пришел он разобранный, есть три части. Это рейка и вот такая вот ручка, даже не знаю, как назвать. В общем, вот этот вал, он там с зубьями, такая шестеренка на нем. Так, и вот здесь есть шайба, которая надевается и вот этим ключиком поджимается, чтобы сам вал не вынимался. Ручка, она передвигается, ее можно поджимать. Если, допустим, выбрали себе нужное положение, то есть ее можно поджать, чтобы она не шумела, вот, не двигалась постоянно. Что привлекло именно в этой модели? Значит, у этого пресса в рейке изначально уже есть вот здесь вот отверстие. Отверстие, по-моему, диаметром 10 мм и еще такой зажимной винт. Сразу что это нам дает? В принципе, все там пробойники, установщики ручные, вот, которые диаметром 10 и менее миллиметров, мы можем сюда устанавливать, поджимать и уже работать. То есть нам не нужно никак дорабатывать этот пресс. Так, еще в комплекте шла такая вот рабочая поверхность. Вот она закрепляется, то есть вращается. Но этот пресс, насколько я понял, он предназначен для выпрессовки каких-то деталей. Вот эти вот вырезы, они разного размера. Что значит я сделал? Единственное в этом всем, это вот здесь заказал, мне проделали дополнительное отверстие, чтобы устанавливать, в общем, матрицы для установки фурнитуры. Вот как у обычных таких прессов по установке фурнитуры. То есть я заказал здесь себе отверстие, мне просверлили. В домашних условиях сделать это ровно не получится, то есть все равно металл очень толстый и как бы сверло будет гулять, поэтому заказал, сделали мне на станке. Так, что еще здесь в прессе есть? Есть вот такие вот винты регулировочные, они здесь нужны для того, чтобы поджимать саму рейку, чтобы у нее был меньше шат. Допустим, если мы слишком зажмем эти винты, она не будет шататься, но при этом винты зажмут рейку, и нам будет сложно ее, ну, как бы перемещать. То есть она будет тереться, там есть внутри такие еще пластинки, вот видно от них следы, и она будет зажата. То есть нужно выбрать вот здесь оптимальное такое зажатие, чтобы она не сильно болталась и при этом как бы легко ходила. То есть я себе выставил, пока вот так вот меня как бы эти настройки устраивают. И теперь небольшими блоками расскажу о том, как этот пресс приспособлен или как его приспособить для различных операций, вот, чтобы полностью заменить молоток. Первое и самое важное для меня — это была возможность пробивать отверстия под шов с помощью этого пресса. Значит, пользовался до этого я вот такими вот пробойниками. Это на данный момент, наверное, лучшие пробойники, с которыми я работал.
Вот. Но, к сожалению, пришлось от них отказаться. Иногда, конечно, работаю, но это так, чтобы получить какое-то тактильное удовольствие, потому что их обшил, и жалко было как бы снимать эту кожу. В общем, ими можно работать, но нужно постоянно вот так вот держать рукой. То есть пробитие делать ими можно, но чем неудобно, что если, к примеру, заготовка большая, то нужно держать рукой и заготовку, и пробойник, и еще делать нажим. Так что сейчас этими пробойниками практически не работаю. Какое я нашел решение? Есть еще вот такие вот пробойники. Вот, это дешевые пробойники. Когда я купил вот этот вот первый, он мне вообще не понравился. То есть молотком, если с помощью молотка пробить этим пробойником, я не знаю, у меня не получалось. Я бил раз 10, наверное, и он не проходит через кожу, и все. Вот, оставляет следы, но не прокалывает. Я его, естественно, забросил, но когда был пресс, попросил выточить вот такой вот переходничок. Так, и чтобы он устанавливался вот сюда. И тогда, в принципе, при давлении, значит, этим пробойником работать можно. Минус этого пробойника еще в том, что через какое-то время зубы просто вынимаются. Вот, они там не заварены, я не знаю, просто вынимаются и все при работе. Я делал отверстие в ременной полосе. В общем, у меня один зуб просто вымылся, пришлось его туда как бы так тоже запрессовать там, но в общем, это чтобы знали на всякий случай. После того, как я протестировал этот пробойник, я заказал себе в Китае набор, потому что у нас в Украине один на 6 зубьев по цене выходит как 3 вот этих вот. В общем, я долго ждал посылку, пришла мне, сейчас работаю этими пробойниками. У них были ручки вот эти вот подлиннее, я их просто пилкой по металлу снял, немножко вот здесь зачистил, чтобы не было острых углов, и все. Диаметр, я не знаю, наверное, здесь где-то 8 миллиметров. В общем, они сюда заходят. Еще по глупости снял вот здесь, вот сделал такие небольшие плоскости, чтобы в них упирался вот этот зажимной винт, чтобы лучше держало. В принципе, разницы никакой нету. Нормально зажимается даже вот округлая вот эта сторона. У меня постоянно возле пресса лежит ключ. Вот ключ на 10. Откручиваем винт зажимной. Давайте вот этим вот. Ставим туда пробойник. Поджимаем. В чем удобство? У нас уже одна рука свободна. То есть мы можем делать пробитие одной рукой. Пробойник всегда стоит перпендикулярно, то есть отверстия бьются ровненько. Вот покажу на примере кусок кожи. Да, еще в качестве подложки, конечно же, та металлическая площадка, что идет в комплекте с прессом, она не подходит. У меня вот лежала плита 10-миллиметровая, такая. Я ее сначала использовал. И еще был вот такой вот материал, не знаю, как он называется. Он потоньше, где-то 5 миллиметров, но он плотнее. В чем разница? Когда, допустим, мы ложим, вот у нас есть плита, мы часто пробиваем. У нас пробойник всегда в одном положении. То есть выходит так, что когда мы вот ведем заготовку, у нас здесь разметка под шов, по сути у нас идет только сдвигается заготовка. Поэтому при частом пробитии
плита, она все больше продавливается, и выходит, ну, вот такие вот глубокие отверстия. Когда мы уже нажимаем, то заготовка у нас, она прокалывается, и с обратной стороны выходит такой как бы рваный край, то есть не четко вырубанный, а уже будет как бы прорванный. С вот этой вот подложкой ситуация немножко другая, потому что она более жестче, и пробойник в нее глубоко не проникает. Поэтому с обратной стороны, если нужны красивые такие вырубанные отверстия, то лучше использовать вот такие вот материалы, именно которые пожестче. Сейчас я покажу, в общем, как это все работает. Разметку не делал, просто сам принцип покажу. Вот, выставили, продавили. Вот здесь я сильно не нажимал, поэтому отверстие там видно. Ну, вот получается само пробитие. Для того, чтобы лучше работал пресс и можно было делать сильнее нажим, здесь вот есть отверстие, его еще нужно прикрутить к столу. Сейчас у меня нету этой возможности, поэтому когда я нажимаю, пресс поднимает. Вот. Но сам принцип вам понятен. Вот. Все, есть отверстие. И с обратной стороны получаются вот такие вот ровненькие крулешки. Вот. Это что касается пробойников. Да, еще есть вот такие вот пробойники. Я уверен, у большинства они есть. И многие ими работают. Значит, я их тоже обшил. Ну вот здесь оставил место. Они свободно устанавливаются в этот пресс. Вот. То есть они сюда заходят. Как раз можно вот ту плоскость использовать. То есть хорошо зажимаются. И тоже можно делать проколы. Единственное, вот можно видеть. Здесь отверстие, и здесь. То есть все отлично работает. Таким вот образом я сейчас работаю вечерами и как бы не тревожу своих соседей. То есть это как бы первое решение такое. Следующее, в общем, где я использовал раньше молоток, это при пробитии отверстий, то есть использование вот таких вот различных просечек. Вот, значит, данная просечка, вот она в диаметре 10 мм, столкнулся с тем, что поставил ее сюда, и она там шла тык в притык, в общем, зажалась, еле вынул. Поэтому, если, допустим, у вас инструмент, вот, как данная просечка на 10 мм, и плотно туда заходит, то лучше ее использовать таким вот образом. Вот, наставили и просто продавили. Все. Есть отверстие, чтобы потом не возникало трудностей с тем, чтобы заменить инструмент, которым мы работаем. Вот есть различные. Здесь у меня такие штуковины. Это под пряжку вырубки такие делать. Чтобы все было ровненько, красивенько для маленьких ремешков. Так, да, еще, значит, в этой же теме я нашел вот такой вот набор, тоже на Алиэкспрессе. Здесь много различных таких вот просечек, резаков, разных форм.
Здесь вот формы там, под телефоны, под чехлы телефонов, то есть под формы камер. Здесь вот квадратики, там прямоугольнички, ну, в общем, различные здесь формы есть. Есть вот такие вот круглые просечечки. Взял их для того, чтобы вырезать отверстия под пряжки, чтобы делать ровные отверстия, потому что бывают разные пряжки и нужны разные диаметры. Вот, допустим, то есть не диаметры, а размеры вот этих вот вырезал. Вот маленький, допустим, пользуюсь. В чем минус именно вот этих вот просечек? После того, как мы делаем вырубку, нам очень важно сразу же достать оттуда кусочек кожи. Потому что если мы делаем несколько проколов, здесь накапливается кожа, она доходит до упора, может сразу, вот здесь они сварены, может сразу распирать, разрывать это соединение. Вот. И когда доходит до упора, то мы уже ничего сделать не можем. По сути, больше она вот под давлением пресса вырубывать ничего не будет. Здесь нужно сразу же, только вырубали, и сразу там, допустим, вот я шилом вынимаю отсюда кусочек кожи. Сейчас покажу, где-то у меня есть одна такая вырубка, которую я вот тут же забил, а вынуть не получается. То есть она уже будет у меня нерабочая. Здесь можно увидеть, как кожа, она расширяет, разрывает это соединение. То есть они не такие уже и надежные, но если правильно ими пользоваться, то в работе применять можно. То же самое сейчас покажу, как это все работает. Не знаю, любую взять, вот, допустим, давайте тут что поменьше, к примеру, квадратик. Взяли, поставили, выставили размер и оп. И все. И у нас красивое ровное отверстие. После этого нужно вынуть. Так, и сразу же сделаем под следующий этап пару отверстий. Есть вот такие просечки, в общем, вот небольшого диаметра. Их тоже можно сюда ставить, зажимать, если вам нужно сделать много отверстий одинаковых в изделии. Я зажимать не буду, просто покажу, как оно работает. Так, вот одно отверстие, и с этой стороны другое. Вот таким вот образом. Еще один этап в работе, в общем, где я раньше применял молоток, это установка фурнитуры. Значит, что я сделал? Можно, в принципе, устанавливать вот ручным китайским установщиком фурнитуру. Я покажу на примере Хольнитенов. Вот есть установщик. Некоторые здесь нормально, те, что, допустим, тоньше диаметром, там, к примеру, для Хольнитенов семерки, в общем, они нормально сюда ставятся и зажимаются. Этот же установщик для 9-мм Хольнитена, им приходится работать вручную, чтобы не расширять здесь отверстие. Вот, я просто вот так вот наставляю и давлю. Так. Можно использовать эту подложку. Вот. То есть это все как бы работает. И немножко решил упростить себе работу. Часто устанавливаю, очень часто, именно 9-мм Хольнитены, поэтому купил для них вот, пуансон и матрицу. Так.
теперь попросил, чтобы мне просверлили отверстие в этой вот площадке металлической. Вот так вот это все устанавливается. То есть оно всегда на одинаковом расстоянии здесь, никуда не уходит. Сделали небольшую ошибку, то есть разница, вот, нету соосности. Здесь где-то миллиметр вот на миллиметр вот эта площадка, она чуть-чуть уходит в сторону. И в одном из видео я показывал переходник, в общем, для ручной установки пуансонами. Был такой переходничок с резьбой. Значит, изначально я попросил, чтобы мне сделали вот эту штуку на станке, но мне ответили, что нет у них такого мечика нарезать резьбу, поэтому я отдал им тут ручной установщик, они его просто обточили под нужный диаметр и обрезали. Теперь вот сюда все нормально вкручивается и ставится на пресс. Все поджали. Значит, как я уже сказал, здесь нету соосности, есть небольшая разбежность. Как я с этим борюсь? Сейчас сделали заранее отверстие, ставим хольнитен. Значит, те хольнитены, которые у нас, шляпка хольнитена, которая у нас на лицевой стороне, я ее всегда ложу так вот, как бы вниз. Та, что будет у нас менее видна, ставлю наверх. Потому что чаще всего шляпка, которая наверху, она получается, вот, сейчас покажу. Ну, здесь, конечно, установилась классно, но она иногда вот так вот продавлена, потому что сама плоскость установщика, она немножко смещается и где-то там на миллиметр вот продавливается. Здесь, конечно, все ставится идеально. Еще вот здесь такая получается окантовочка красивая, мне нравится. То есть как бы продавливается нижней частью. Вот, и делается еще такая обводочка. Вот. То есть это то, что касается именно установки фурнитуры. То же самое с кнопками. Можно использовать вот эту вот площадку, чтобы не покупать пуансоны с матрицами. Допустим, те хольнитены или кнопки, которые я использую реже, я вот использую для них такой вот ручной установщик китайский. То есть он нормально здесь работает, потому что все как бы ставится более перпендикулярно, нет вот этой погрешности, когда мы рукой можем там криво как-то установить, все здесь четко работает. Один из вариантов еще, где можно задействовать такой пресс, это при теснении, вот, при установке своих оттисков. Допустим, на изделие есть у меня такой штампик. Подойдет для этого и данная вот металлическая площадка. Но можно что-то такое без вырезов, чтобы не ограничивать себя, допустим. Потому что здесь вот мы можем установить только вот таким вот образом. То есть лучше какую-то взять металлическую пластину. Берем кожу, выставляем. И продавливаем. Здесь еще такой момент. Конечно, для того, чтобы нормально поставить оттиск, во-первых, нужно закрепить сам пресс, чтобы он не поднимался от давления вот таким вот образом. То есть его нужно закрепить. И плюс я бы, конечно, удлинил сам рычаг, чтобы само усилие у нас получилось больше. Ну, сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, в принципе, вот кожа достаточно мягкая, ременная, это растишка, поэтому сложностей
там, с установкой, именно оттисков таких бы нету. Хотя все равно его можно поставить глубже, то есть если сделать рычаг подлиннее, закрепить пресс, то оттиск будет намного лучше. На хромке, конечно, там или же еще греть нужно вот этот штампик, или давление больше нужно. То есть разные кожи будут вести себя по-разному. В общем, такое пришлось найти для себя решение. Все, что касается работы с кожей, где я применял раньше молоток, сейчас все заменил, все эти операции выполняю на данном прессе. В каких-то моментах это даже упростило задачи и улучшило качество работы, плюс экономит время, к примеру, как при установке хольнитенов. Есть у меня изделия, где много этих хольнитенов. Раньше мне приходилось брать установщик, установил один, повернул, там снова берешь молоток. Здесь все немножко быстрее, то есть я просто вот здесь провожу ряд, там, к примеру, с хольнитенами и просто устанавливаю. То есть удобно, быстрее, то есть есть определенные плюсы и у пресса, хотя, конечно, иногда хочется пробить отверстие именно молотком, все как бы по-старому, потому что ощущения от работы совсем другие. Вот. Ну, как бы с этим ничего не поделаешь, чем-то приходится жертвовать. Вот. Так что, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.